Понял. Именно лес. Даже страшнее, чем кладбище. Потому что многие говорят, что души, их не на кладбище много, а в лесах. Потому что даже война. Эта запись петлички была сделана именно тогда, когда мы столкнулись впервые с паранормальной активностью, направляясь в сторону капища. Глухой удар об дерево заставил нас остановиться. Проведя ряд экспериментов, мы пришли к выводу, что нужно записывать сеанс ЭГФ, стоя именно на этой дороге. В данном случае я буду использовать мобильное приложение, скачанное предварительно на свой смартфон. О результатах данного эксперимента вы можете узнать, пройдя по ссылочке, либо по ссылочке в описании. Странная мелодия была обнаружена мной уже на монтаже. Что самое удивительное, пока мы находились на самом капище, этих звуков мы не слышали. Ни одно оборудование, которое было рядом с нами, не могло никак зафиксировать, подсказать нам, что рядом с нами что-то происходит. Единственное, что мы слышали в тот момент, это шаги, легкий шепот, шорох и непонятные крики, которые раздавались из леса. Все наше оборудование, которое было при нас, стояло на беззвучном режиме и ничего подобного издавать просто не могло. Сергей также на своей записи зафиксировал непонятные звуки, похожие на пение, но об этом вы узнаете уже из его роликов. Территория капища от забора до забора составляла порядка 40 метров в диаметре. Забор был сделан из деревьев и веток, без какой-либо технической обработки. Стволы и сучья были сплетены вручную. На многих деревьях можно было увидеть большое количество ленточек, а по центру самого капища расположился алтарь, на котором мы обнаружили буханку белого хлеба. Кому она была принесена, нам было непонятно. Также за деревьями мы обнаружили стол и недавно потухший костер. К сожалению, на данной локации мы смогли обнаружить только один чур славянского божества. К какому именно богу он был поставлен, я так и не определил. Сереж, расскажи, что тогда было, когда вы здесь остались ночью. Мы пришли сюда с Настей. Получается, мы встали в центр круга и впервые начали тестить спиритбокс. Вокруг нас было настолько... Короче, в один момент Настя говорит: ты слышишь, кто тут топает вокруг? Я выключаю спиритбокс, и мы слышим топот вот вокруг капища. У нас начинается паника, особенно у Насти. И мы еще что-то
5 минут тишины быстренько отсняли и ушли отсюда. То есть мы уходили, и у нас было такое чувство внутри, как будто нас отсюда выгоняют. И когда я разобрал 5 минут тишины, там было что-то по поводу этого сказано, там и маты были. Видимо, не нравилось. Ниши еще, походу, подключились. Куклу тут нашли какую-то, я сейчас ее не вижу тут. Ну, убрали. Тут видно, что ухоженные, убирают все. То есть следят за этим, кто-то следит. Ты говоришь, что вот этого вот не было, да, преграды вот этой вот. Да. Тут вообще этого... Тут сейчас стало как-то более ухоженно и меньше ленточек. Вот здесь все было в ленточках. Я не знаю, почему это все обрублено. Вот остались вот 4 штуки. Ну и вот здесь вот еще. Вот. Ну что, есть предложение записать? Да, давай. После того, как мы осмотрелись, мы решили провести сеанс ЭГФ. Для тех, кто смотрит данный ролик впервые, объясню. Феномен электронного голоса, сокращенно ФЭГ, либо электронный голосовой феномен ЭГФ – это способ обнаружения звуков на электронных записях. Данный феномен получил свою популярность во второй половине 20-го столетия. С ростом технологий, а также методов обработки звука, он по сей день является актуальным и набирает все большую популярность. Хочу заметить, что большую часть ответов мы узнаем только после обработки звука и монтажа. Сергей занимается изучением феномена электронного голоса уже более 5 лет, и многие ответы, которые приходили во время сеанса, ему были сразу понятны. Помимо записи электронного голоса, я также провожу постоянные замеры электромагнитного поля с помощью специального детектора. Он откалиброван таким образом, что позволяет исключить любую погрешность в виде излучаемых самим человеком электромагнитного поля, а также слабо заряженными электрическими приборами и предметами. Слушай, ну оно примерзло, посмотри даже. Да. Что, перешагивать? Тут были монетки, их уже нет. Вот эти камни, не знаю, что это такое. Направим на вход. Датчик. Смотри. А, это на ленты, наверное. Он на ленты, наверное, реагирует. Может быть. Вот так оставим его. Вот что такое. Еще чуть-чуть поверни влево. Вот так. Нет, еще влево. Вот так. Ага. Да что такое? Ты посмотри, он срабатывает на движение. Слышал? Вот это идиот. Ты слышал вопли? О, у меня мурахи сейчас идут. Я на самом деле после этих воплей, что мы с тобой слышали, вообще потерял дар речи, и я на самом деле не знаю сейчас, о чем говорить. Я предлагаю записать ЭГФ, 5 минут тишины и уходить отсюда. Потому что у меня такое ощущение, что... Да это не ощущение, так оно и есть, нам здесь с тобой не рады. Скорее всего, здесь реально стоит какая-то защита, чтобы выгонять нас отсюда. Мне так кажется. А, тебе не кажется?
потому что чувствует, ну, слышны шаги. Я думаю, если был бы здесь человек, мы бы увидели фонарь. Потому что здесь очень темно. Я вообще сейчас услышал какой-то шепот. Подожди, он записывает? Не понял. Может, перевернуть кассету надо? Да нет. Все писалось. Все, запись пошла. Угу. Если здесь кто-нибудь есть, вы можете нам дать знак? И вот тебе вопли. Я надеюсь, он записался на микрофон. Нифига себе. Я не знаю, что это такое сейчас происходит здесь. Запись пошла. Если здесь кто-нибудь есть, вы можете нам дать знак? Вот были вопли. Я надеюсь, он записался на микрофон. Давай еще раз. Если здесь кто-нибудь есть, ответьте нам что-нибудь, скажите нам. Это вот так вот. Ответьте нам что-нибудь, скажите. Тишина, да? Ты слышал вопли? Я не могу понять, это... Вот. Давай запустим ИГФ. У Сергея есть хороший ИГФ, профессиональный. Попробуем записать на него, а потом протестируем пару приложений, которые я предварительно скачал с Play Market. И проверим, насколько они эффективны. Сереж, здесь что-то есть. Посмотри. Скажите нам, здесь кто-нибудь есть? Меня нету. Нету, да.
Уйди. Спасайтесь. Спать хочу. Ну, Что с ним? не знаю. Может, батарейки садятся. Первый раз так. Может, холодно? Но может кто-нибудь ответить? Кто здесь? Чем занимается? Пошел вон отсюда. Вы не хотите, чтобы мы тут находились? Закройтесь. Кто с нами говорит? Кто с нами говорит? Дайте знак. Сейчас, подожди. Здесь здесь кто-нибудь сейчас есть с нами? Да. Как тебя зовут? Александр? Мне тоже показалось. Скажите, нам стоит здесь находиться или нет? Не надо. Нам опасно здесь находиться. Скажите, вопли, которые мы слышали, Ну, это ваши? Это ваших рук дело? помоги. Кроме нас здесь кто-нибудь еще есть? Сколько вас здесь? 7. Еще чуть-чуть. По людским моральным меркам вы добрые или злые?
Мы пришли без злого умысла. Нам стоит что-нибудь бояться? Надо разбирать. Ответы идут, да? Сергей. Я подумал, просто назовите нас по именам. Я не успел сказать это вслух. Как нас зовут? Это не прибор. Это не он. Смотри. Ну, сейчас вот. Вы можете назвать нас по именам? Назовем. Или назвали. Нам нужно убедиться, что это не случайный подбор слов, букв через радиочастоты. Мы пришли сюда, чтобы записать, зафиксировать данные явления. Мы пришли с миром и не хотим никому зла. Вы можете проявить себя без угрозы для нашей жизни и здоровья? Да. Если вас это не затруднит, Только заплати. да, это все не просто так же. Нельзя просить ни о чем. Вы можете назвать себя? Я могу. Как тебя зовут? Чем вы занимаетесь в данном месте? Вот там. Я только что что-то видел белое вон там. За дерево ушло. Видишь? Что-то листочек. За ним мелькнуло, за то дерево дальнее, что-то белое. Хватит. Ставьте, были сейчас ответ. По окончании сеанса нами были проведены еще несколько экспериментов. Но, как назло, техника всячески отказывалась работать и давала сбой, тем самым продлевая наше нахождение на данной локации. Камера перестала работать. Я не понял. Я только что услышал окошко. Ты понял? Он отключился? Он сам выключился. Я в шоке. Я только что ставил его, он сам выключился. В дальнейшем, после изучения технических характеристик, а также проведения ряда экспериментов, я пришел к выводу: отключение диктофона, а также движение камеры были вызваны обычными термическими особенностями конструкции данных приборов. Что касается диктофона, это непроизвольная работа пружины под воздействием низких температур. Она спровоцировала ее действие, кнопка просто. Что касается камеры, то камера сама по себе излучает тепло, которое повлияло
на камень, на котором она располагалась. Камень был покрыт небольшим слоем снега, и само собой под воздействием тепла он начал таять. Это и вызвало непроизвольное движение и вибрации сундука. Время приближалось к 4 часам утра, и мы приняли решение покинуть данную локацию. Насколько мне известно, в паранормальных местах не следует находиться в интервале с 3 до 5 часов утра. Это может повлечь необратимые последствия как для здоровья человека, так и для его жизни. Всю обратную дорогу, что мы шли, датчик электромагнитного поля показывал высокие значения. Чувство, что за нами кто-то идет, нас не покидало. Какая хорошенькая. Кушай, кушай.